Я у одного своего спрашивал друга, он говорит, это синдром старта называется, что ли. Вот мандраж бывает перед Да. стартом. Вот у легкоатлетов это вот так, мандраж перед стартом, ты там спать не можешь, всю ночь думаешь, там, как пробежать там 100-метровку, да, там 10 секунд. Да. Это вот постоянно они думают, не спят, там вот так вот, то есть грузят себя А у этим. футболистов такое есть? У футболистов, да, есть, конечно. Я тоже Перед с этим важными матчами сталкивался. или перед каждым матчем? Нет, перед важными матчами, особенно когда там давление идет От трибун? от тренера, от От результата. руководства, что надо результат, и команда еще сильная попадается. Ну, допустим, у меня было это там, когда мы играли с корейцами, когда еще был в Пахтакоре, молодой когда был, было такое, что там до 6 утра не спишь. Думаешь, как вот так продумать. А как всё потом в играть? голове. Ну, так вот. Без Приходилось- психолога как-то... Приходилось как-то играть. Ну, как бы это... Метод этого лечения, допустим, я не знал на тот момент. Но это с Ну, возрастом проходит? прошло. Да, чисто, знаешь. Во сколько уже как бы вот этот мандраж Не, пропадает? уже я сам начал заниматься этим, то есть читать, смотреть там везде, да. Мгм. Именно Узнавать. по психологии Да, спортивной? да. Узнавать, допустим, как с этим бороться, там, что-то надо делать, там, Какие отвлекаться, помните? как отвлекаться. Какие помните Ну, надо вот упражнения? желательно вообще не думать об этом, там, то есть книжки читать, Отвлечься. на что-то? книжки читать, да, играть во что-то, там, я не знаю, в то время я, допустим, в шахматы играл, или там в телефоне эти пасьянс раскладывал, да, Да. ну, как бы, лишь бы отвлечься, там, или кино какое-нибудь поставил. А вы вот когда сами были там ребенком, подростком, если бы не футбол, то чем бы вы занимались, что вам было интересно, и были ли какие-то другие виды спорта, которые вам были интересны? Потому что, например, Валерий Карпин долгое время занимался хоккеем и футболом. То есть я читал тоже там интервью. Параллельно. Да, параллельно. То есть там до 16 лет он не знал, чем он будет заниматься, Мгм. условно говоря. Он там в юношеской сборной Эстонии, он родился на территории Эстонской ССР. Он был, по-моему, если я ничего не путаю, в сборной республики по хоккею юношеской. То есть он прям на хорошем уровне играл. Какой-то вид спорта был вам интересен? Если не спорт, то чем бы вы занимались? Мне вообще в детстве был любой спорт интересен. Я чем только не занимался. Физическая активность. Да, я ходил и на гимнастику ходил, меня отец отдал на гимнастику. Во дворе я играл в футбол, во дворе мы играли в баскетбол. Ходил на борьбу, ходил, на дзюдо ходил какое-то время, на акробатику ходил. Пару раз, по-моему, на карате сходил так. Ну, друзья Да. пошли, пойдем попробуем там. Сходим туда, потому что у нас раньше в Черчике, если вы знаете, Сельмаш был стадион, и там был парк, Сельмаш назывался, и у нас очень хорошая инфраструктура там была. То есть был залы, дзюдо, борьба, то есть мини-футбол, волейбол, баскетбол, футбол был рядом, Многофункциональный такой, да. гимнастический, да, вот в парке это все, то есть и развлечения в парке были для людей, которые хотят погулять там вечером, пройтись. А как в итоге тогда футбол появился? А я всегда любил футбол. Я всегда ходил и даже на гимнастике тоже играл в футбол. И стадион у нас был рядом. Да. У нас была тогда команда Черчик-Сельмаш назывался. Играли в первой лиге, потом в высшей лиге играли. И вот когда даже Пахтакор приезжал, я постоянно пропадал на стадионе. До этого там раз в неделю была игра, на эти матчи я ходил. А до этого я всегда пропадал на стадионе, смотрел, как тренируется высшая лига, подавал мячи, общался с игроками, что-то... Перенимали. Да, опыт перенимал с ними, ну, как бы, иногда бывало, что они даже меня там забирали на обед, там, в гостиницу, пойдем с нами, у нас вечером еще одна тренировка там, вот. А если не футбол, не спорт в целом, то что вам еще было интересно? Какие виды деятельности? Да, так интересно ничего не было, я всегда любил спорт, мне даже папа говорил, ты как по телевизору что-то спортивное, ты все, тебя не оторвешь от этого, а мама меня отдавала на музыкальную школу, отдала, 5 лет отучился в музыкальной школе, играл на фортепиано, да, ходил 5 лет, обучался. Значит, музыкальный слух поставлен, да? Ну, есть маленько. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать молодой футболист, чтобы добиться
там хотя бы какого-то минимального успеха, чтобы играть на профессиональном уровне. Ну, допустим, хотя бы на уровне там про-лиги или желательно даже в суперлиге, потому что, как я говорил, это относительно небольшой процент, кто играет на хорошем уровне. Какими качествами должен обладать? Давайте не так, давайте на вашем примере. Как вы считаете, какие качества вас помогли вам дойти до того уровня, Ну, знаете, на котором вы... в первую очередь, это, я думаю, ловкость, Да, да, вот свое физическое состояние, Да, подготовленность мы как бы и к игровые спорту. можем Да, обсудить да, да. да. качества, Не, и вот я личностные. просто по себе говорю, что, допустим, когда я пришел с гимнастики в футбол, у меня все эти качества были. То есть я был физически, то есть готов, у меня тело было подготовлено к Да. физическим нагрузкам, да. А когда я пришел вообще в футбол, до этого я всегда игрался во дворе с маленьким мячиком. То есть техника, опять же таки, Да. техника у меня уже была. Техника была, ловкость была, любовь к футболу была, пас я мог давать, обыгрывать я мог, потому Бешеное что, желание да, мы во тоже. дворе это все делали, Да. играли. То есть для меня какого-то большого-то труда не составляло, и все. А дальше это уже навык такой, когда там в сопротивлении обыграть игрока, дать пас, взаимодействие с игроками. Это уже приходящие. Головой нас научили играть, допустим, да, хотя не моя сильная сторона играть головой, но все равно какие-то навыки А личностные тренера. какие качества? Трудолюбие, в первую очередь, Что подчеркиваешь? упорство, старание, да. Как раз хотел спросить, просто чуть не потерял мысль, но вспомнил. Вы сказали, что вы играли во дворе. Сейчас все меньше и меньше таких вот коробок, где именно дети играют. То есть я, например, часто вижу, как там уже такие, так скажем, после школы ребята там или подростки Мгм. играют, а вот именно дети чаще всего в коробках таких не играют. Я даже видел там иногда в махалях с искусственным газоном, то есть только выходи и играй. На Мгм. ваш взгляд, насколько это важно играть именно на таком вот уровне, там, ну, просто, условно говоря, любительский, потому что именно там ведь закладывается такая вещь, как творчество футбольное, да, то есть креатив, потому что ты там, условно говоря, можешь там на троих защитников полезть и что-то какой-то финт придумаешь. А в школу хочет только пас, там фишки обводить. Ну, это, конечно, тоже важно, но мне кажется, именно креатива не хватает часто. Конечно, мы когда во дворе играем, нас же никто не контролирует. Мы что хотим, то и делаем, да. Мгм. Там дома нам Да. запрещают лазить и там играть с мячом, чтобы мы что-то не развивали. А там у нас полный креатив. Также и в школах, да, там тренер. Ну, ну, допустим, я всегда, когда прихожу, бывает такое, что прихожу на площадку, где там дети играют, и тренер там каждое слово им э, Куда лезешь, что пас не подсказывает. Да, даешь. ну, зачем? Ребенок должен наслаждаться, получать удовольствие до Сам определенного, понять. да, до определенного возраста, там, дал задание, ну, играй, пожалуйста. Самое главное, чтобы ребенок хотел играть в футбол. Вот это надо прививать. Не так, чтобы пришел, а это там на меня кричат. И так их с дома сейчас не выгонишь. А приходят туда, и там еще какая-то нагрузка на психологию, Отбивает желание всем, да. идет, да, и дети уже после этого. Вот это, я думаю, самое важное. Это все должны понимать, особенно тренеры, которые работают с детьми. Сейчас 3 самых известных футболиста в Узбекистане. Ну, Шумуротов, понятно, уже несколько лет в топе. И молодые таланты — это Хусанов и Файзулаев. Можете ли вы, опять-таки, сравнить себя с этими футболистами именно в плане игры и в плане личностных каких-то качеств, как они себя проявляют, там тоже там самое трудолюбие или еще какие-то качества, если вы можете за ними как бы вот это вот заметить? Наверное, легче всего вам будет сравнить себя с Файзулаевым, или точнее Файзулаева с собой, потому что позиции больше всего похожи. То есть можно вот и как бы личностные тоже затронуть Да. аспекты, и игровые. Файзулаев действительно очень хороший, креативный. Я бы считал, на сегодняшний день для Узбекистана самый лучший игрок, плеймейкер, которого мы имеем на сегодняшний день. Других я бы, ну, его уровня я бы не выделил. Это действительно будущее нашего футбола. И дай бог, чтобы у него карьера хорошо сложилась, чтобы он поиграл в Европе, попал в хорошие руки. Качество, конечно, у него все качества те, которые должен обладать профессиональный футболист, который будет добиваться хороших результатов, давать команде результат, давать результат сборной. Мгм. Быстрый, креативный, хорошо мыслящий, техничный,
поле видит хорошо, оценивает Ну, ситуацию многие считают замечательно. то, что ему физики не хватает. Как вы на это смотрите? Я думаю, нет. Если мы сравним, допустим, да, там Хави, Иньеста, Да, то же самое. В футболе неважно физические, физические качества важны, но Не на если мы первом месте. говорим, он же не уступает, играя да, сейчас в России, он же не уступает. Он где-то хитро играет, да, там, если где-то стыковой какой-то момент есть с большим игроком, он что делает? Ну, там в сторону отбегает, уходит от него, да, вот это нужно. Футбол – это футбольный интеллект. игра, да, футбольный интеллект и игра с мячом, где можно… И когда он с мячом, его никто даже не может поймать, да. А сейчас тем более борются за то, чтобы там грубой игры не было. Это раньше мы могли где-то сзади получить по ногам, и судья даже карточку не покажет никак. Хусанов, Шумуродов, на ваш взгляд, за счет чего они на таком высоком уровне играют? Ну, у Шамурадова скорость, да, хорошая. Очень хорошая скорость для нападающего. Это первое, что бросается в глаза, и первое то, что тренер, да, смотрит на это, потому что с хорошей скоростью мало футболистов. То есть с ней рождаются. Да. Ее нельзя там развить, да, там, ну, есть какой-то этап, да, ты можешь чуть-чуть развить, но в основном Либо есть, либо нет. либо есть, либо нет, да, ты ее там можешь поддерживать, а у него хорошая скорость, при этом и хороший дриблинг, Мышление. техника, то есть хороший креативный футболист для нападающего, отличный. Поэтому, я думаю, он и играет в Европе. Повезло ему, что там его посмотрели, показали хорошие люди и направили в правильное русло. Хусанов. Какие качества, на ваш взгляд, позволяют ему играть на высоком уровне? Ну, это защитник, правильно? Ну, защитник, который прошел школу, я так скажу, Лобановского, наверное, да? Ну, Можно практически. практически Лобановского, да, я слышал от его папы, как он тренировался и что делал, да, то есть его там запихнули в Советский Союз и сказали, будешь делать, будешь играть, не будешь делать, пожалуйста, дверь открыта, иди отсюда. Поэтому все качества для защитника у него есть. Хороший, жесткий игрок. Есть момент, я думаю, у него этот момент тоже придет, начало атаки. Если вы заметили, да, в Европе в основном, ну, это качество тоже не надо забывать, и мало таких игроков, кто защитники центральные начинают атаки. Это очень важно. Сейчас он, кстати, прибавил. Я смотрел в прошлом сезоне, и сейчас он именно в плане вот таких Первый вот… пас? Там даже не первый пас, а вот когда идет взаимодействие, например, с полузащитой, и он вот эти вот разрезающие, Диагонали. даже не диагонали, а передачи низом на среднюю дистанцию нападающему. Разрезающие передачи между линиями, Да, да. да. То есть у него Это очень именно важно. длинный пас чуть нестабильный еще, а вот средний пас, там, например, когда нападающий опускается чуть там для развития атаки, он вот это вот хорошо отдавал, я вот пару матчей смотрел. И чуть там вернемся к Файзулаеву. Почему, на наш взгляд, он в сборной не играет? Почему раз за разом катанец убирает Мушарипова на левый фланг? Взгляды у него другие. Я думаю. Но здесь, я думаю, еще и это лично мое мнение, и тактически, да, он как бы влияет на игру. То есть, когда Файзулаев, если выходит, как обострение, да, есть, и он оставляет его на усиление. Да. Это тоже Он неоднократно говорил, да, что я его как оставляю как Джокера. это тоже своего рода такой очень токсичный шоу, когда команда там устает, появляются пространства, и эти пространства, нужен такой креативный плеймейкер, который будет раскрывать эти пространства. Голосование на звание лучшего игрока Азии вы обходили таких футболистов, как Кагава и Хонда, они тоже играли в Европе. Почему, на ваш взгляд, вам не удалось поиграть в Европе, и какие вообще были варианты, предложения, может быть, там просто что-то слышали, реальные предложения от европейских клубов, какие клубы вам интересовались, и почему, на ваш взгляд, вам не удалось, чего не хватило? Знаете, было предложение очень хорошее, когда поехали в Айнтрахт Франкфурт в 2005 году. То есть уже клуб сказал, мы 10 дней там На просмотр. да. И клуб сказал, то есть я ездил тогда с Аликуловым, и тогда сказали, мы, тебя оставляем, ты нам подходишь, то есть цена только вопроса трансфера. Вы в Пахтакоре тогда играли? Да, в Пахтакоре тогда играл. С Пахтакором тогда у меня было 5 лет контракта, поэтому
вот этот момент и сдержало меня от перехода. То есть, ну, с руководителями тоже общался. Я говорю, мы же там с вами договаривались. То есть, если я Если поступит подписываю хорошее 5 лет предложение. контракт, предложение хорошее же, говорю. Ну, мне сказали, что у тебя еще будет шанс поехать. Так что пока ты нам здесь нужен, тебя некому заменить, говорит, нужно здесь хотя бы постараться что-то еще дальше выиграть, а Мгм. предложение мы тебе сами найдем. Получается, вам сколько тогда лет было? 23? 23. Ну, как раз самый возраст, в принципе, да, для того, Да, чтобы в как Европу раз поехать. 23. И в итоге не уехали, Не, остались в в итоге не уехал, остался в Пахтакоре и полностью контракт 5 лет. 5 лет контракт закончился, переподписал еще на 1 год, то есть 6 лет, да, 6 лет уже был полностью в Пахтакоре. Хотя предложения были там, и Курбан Бекеч приезжал Рубин? в в Рубин. Рубин, да, меня забирал, сам звонил, ну, как-то Это какой решал год? вопрос. Ну, по-любому 2008-2007. Ну, чемпионский вот Это, эти вот нет, это был уже пост 5-й или чемпион. 6-й год уже, 6-й год был. Но чемпионство они взяли в 7-м и 8-м, то есть, получается, за год до Да, чемпионства. вот 6-й год как раз следили. Ну, как раз они так очень хорошо играли, и вот у меня был еще один шанс. Правда, опять не получилось там договориться. И Тоже так клубы просто не получилось. договорились? Да, руководство и клубы не договорились, мол, типа сказали, вы его не трогайте, пусть он здесь. Получается, Талантливый игрок здесь должен быть. Я говорю, ну, надо, знаете, я всегда говорил, блин, был бы кто-то на моем месте еще талантливый, ну, заменили бы меня, и спокойно бы я поехал бы, то есть не, как бы не нарушая, да, вот структуру там клуба, структуру тренера по философии игры, спокойно поехал бы, и такая мечта у меня всегда была, да, поиграть в Европе на хорошем уровне. получается, кроме этих предложений, там, интереса, ничего не было или еще кто-то интересовался? Ну, у по-любому меня были у меня откуда-то был, там да, с да, нет, Греции. мне звонили, агенты звонили, то есть один раз вообще был такой вариант, что отправить в Англию. Но у меня тогда было недостаточно игр, сыгранных за сборную. Это там АПЛ надо или было. второй дивизион? 2-й дивизион, Второй дивизион. да, Чемпионшип. чемпионшип, да. Ага. Было хорошее предложение, звонили, то есть... А какой клуб? Про клуб не говорили ничего, просто надо Мгм. было поехать, если бы у меня там было бы что-то. Ну, так, когда общался с агентами, они говорили, что давай мы там в Россию сначала тебя заведем, а потом оттуда Мгм. будет легче. Видел старая новость на сайте Чемпионат Российский, не Чемпионат Азии, а чемпионат.ру или ком, я уже не помню как. Там была информация, что Кападзе, Нестеров и Джипаров поехали в Россию. Джипаров поехал в Амкар, Кападзе, я не помню куда, в Крылья Советов, по-моему, что-то такое. В Уже не помню. Кубань. Тогда Кубань. была Кубань. Да. А Нестеров? И Нестеров тоже, по-моему, туда. Нестеров не помню, куда ездил. По-моему, честно. тоже в По-моему, не Кубань. ездил. Нет, по-моему, не ездил. Ну, была такая информация. То есть, получается, в 2008 году тоже вот могли перейти в То есть Амкар. это реальная Да. история? Не, реальная история. Мы месяц были на сборах в Турции. То есть месяц мы там были на сборах. Ну, потом не сложилось. А почему не сложилось? Ну, я думаю, интересы не совпали. Финансовые. Ну, может, Да. да, может и финансовые, может быть и клубы, хотя мы поехали, может, мы не устроили клубы, да, которые, потому что у них там свои задачи были. Но мы поехали, нас отправили с Пахтакора, руководители отправили, договорились, что мы там вот этот месяц времени мы прошли сборы. То есть и вы прям уже месяц были определены. тренировались с Амкаром? Да, конкретно мы оттуда не выезжали. Все. У нас было даже вообще турне. Мы месяц там были, потом после этого переехали в сборную, и со сборной еще 2 недели были. У нас то есть граждане Турции чуть не стали. Понял. А какую вам зарплату тогда предлагали в Амкаре? Ну, понятно, что без цифр. Больше платили в Пахтакоре или в Амкаре на тот момент? Или вы не знаете, как это Одинаково. вам? Одинаково? Да, То есть одинаково. вопрос просто был, договорились или клубы? Да, или- просто там был трансфер, и Мгм. как бы были определенные суммы,
были определенные суммы, договоренность, какая-то сумма отходила клубу, какая-то сумма оставалась мне. Где вам больше всего платили? То есть вы, понятно, играли там в Иране, в Казахстане, на родине в Узбекистане, Корея. в Корее и в Саудовской Аравии, если я ничего не путаю, по-моему, всех назвал. Если так по местам расставить, там, на первом месте, например, мне там платили там, например, в Саудовской Аравии, потом Да. там где-то. Можете вот так вот расставить? Буньяткор, наверное, первый. Ну, Саудовская Аравия платили, да, на первом месте Саудовская А. Аравия, Буньяткор, потом, ну, не, я думаю, одинаково где-то было Корея и Буньяткор, это было На втором одинаково. месте примерно, да? Да, это одинаково было Ага. где-то. Ну и потом дальше уже остальное, Мгм. остальные команды. Слышал еще такую историю, что вы являетесь одним из лучших примеров того, как футболист после завершения карьеры выстроил свою жизнь, как хорошо он распорядился своими накоплениями, заработанными деньгами, потому что, опять-таки, слышал, ну, без имен, что некоторые люди там тоже, понятно, что зарабатывали, может быть, не так много, как вы, но со своими деньгами распоряжались не так хорошо. Когда вы начали вкладываться, то есть какой-то, может быть, вы бизнес какой-то ведете, или, может быть, там недвижимость вкладывались, когда вы начали вот этим вот заниматься? И насколько важна финансовая грамотность для футболиста, и когда это нужно начинать делать? Когда прививать нужно это футболисту. И вообще нужно ли с Начинать надо этим работать? сразу, как ты начинаешь зарабатывать деньги, а лучше всего уже с детства. Когда начал зарабатывать деньги, сразу начал вкладывать, то есть в недвижимость, начал Ну, это ближе к покупать. 20 годам, когда уже нормально Ну, уже зарплата? когда... Нет, знаете, такой момент был, что у меня были очень хорошие учителя, или, может быть, я хорошо прислушивался, да? Ну, и то, и другое было. То есть первый раз, когда я первые свои премиальные заработал за Навбахор, я пошел себе золотую цепочку купил. Мгм. Да, вот взял просто на все деньги, Тоже взял инвестиция. золотую цепочку, и Тоже в то время мне очень хороший совет дали тренеры. Один тренер, он сейчас тоже работает, Мустафа, работает на Мангане сейчас. И я, знаете, так взял цепочку в карман. Он говорит, куда ты цепочку в карман ложишь? Я говорю, а что? Он говорит, на шею повесил, говорит, и все, и не снимай ее. То же самое, да, свои деньги, я с тех времен уже понял, что деньги нужно свои сохранять правильным образом. Ну, начал уже с тех времен конкретно вкладывать, то есть там на вторые заработанные деньги от контракта там купил себе квартиру. Ну и так вот по жизни, вот так. Это все как бы... Потому что действительно есть некоторые люди, которые идут там работать в футбол после завершения карьеры не из-за того, что они так любят футбол или они себя там видят тренерами, там, спортивными директорами, а потому что им банально не на что жить. У них, допустим, может быть, там квартиры есть или, может быть, даже две, если им повезет, но банально там надо на что-то покупать, там хлеб, еду, на стол накрывать. Не, понятно то, что век футболиста вообще очень Да. короткий, на Короткий, который да. он может заработать деньги, а потом эти деньги нужно как-то сделать так, чтобы они работали на тебя. Да. Ну да, потому что это уже не секрет, потому что я всегда, то есть, думаю на будущее, Да. да, и там, когда я женился, и я знал, да, что у меня будут в дальнейшем дети, и уже от этого я уже начал строить себе какие-то планы, да, то есть у меня будут дети, да, 2 или 3. Ну, по плану у нас было 2, но еще и появилась и 3 дочка, и поэтому я всегда говорил, что будут дети делать тогда, когда, допустим, все равно им нужно дать, да, что-то, когда их надо поставить на ноги. То есть Поддержку оказывать. поддержку оказывать какую-то. Не сразу же они станут. Надо отучить, надо дать образование, надо оставить что-то в наследство им. Поэтому, исходя из этого, то есть уже начинаешь строить планы. Ну, как я так строил себе планы, то, что действительно нужно, об этом тоже надо думать. В футбол не всегда играешь, там, поиграли на хорошем уровне, заработали денег, а что дальше? Семья, она всегда будет, и будут и дети, будут и внуки, дай бог. Так что надо об этом тоже думать. У вас, получается, грубо говоря, уже для детей квартиры есть, я так думаю. Да. Для каждого. Конечно.
Как вы относитесь вообще к агентам в целом? Потому что мы эту тему затронули, вы говорили, что у вас как бы такого полноценного агента не было, но все равно вы с кем-то общались, кто-то вам помогал. Футбольный агент — это все-таки больше добро или зло для футболиста, особенно молодого? В вашем понимании. Да. В моей карьере было очень много агентов, которые разные были агенты. То есть есть порядочные агенты, есть Не очень непорядочные порядочные. агенты. И меня судьба упасла, да, таких непорядочных агентов, да. Были всегда действительно достойные агенты. Даже вот пример взять в Корею, когда переходил, был такой момент, что, ну, то есть, да, агент как бывает? Агент взял деньги, да, ты там заплатил ему Ну и комиссию, и все. все, и пропал из вести. Где он, что он, как, что он даже не позвонит. Когда там интерес есть к тебе какой-то, да, то есть следующий переход или что-то, тебе звонят и говорят там, как дела у тебя, все хорошо, то есть по потребности, да. А у меня было действительно хороший агент, который был такой момент, ну, мы практически каждый месяц собирались, там ужинали с На семьями, пульсе руку держали, дружили, да? да. Допустим, когда у меня там супруга заболела, в больнице неделю лежала, они приезжали, пока там няньку не нашли, они 3 дня там ночевали, чтобы я не прекращал свою деятельность, то есть думал только о футболе. То есть тогда с 2 детьми еще они там приходили, все приносили, там помогали вообще. Это местный агент был? Это местный агент был, да. И Мгм. на протяжении всего времени, ну, до сих пор мы даже там общаемся и списываемся, спрашиваем, как дела. То есть так. А бывают агенты, конечно, очень некрасиво поступают. Был такой, такая история из жизни, когда мы в Ульсане играли. М, Привезли серба, то есть на определенную сумму. Привезли серба на определенную сумму, и ему дали там, я знаю, 10% от всего этого, а там 90% себе забрали от зарплаты. Мгм. И после этого там у него там не было, бутсы порвались, а денег не было. То есть пока зарплата там не упала или что-то вот в этом роде было, да, тогда он еще мне говорил, там, займи денег, не бутсы там нет, ничего. Я говорю, а где твой агент? Он говорит, да что-то вообще уже его не слышно, не видно, где он, что. Я говорю, ну, звони, ищи. Я говорю, как? Ну, конечно, я там ему деньги дал, чтобы и бутсы купил, или там, ну, и такие моменты есть, да. Ну, в общем, эта история чем кончается? Этот игрок становится лучшим вообще в кей-лиге, Мгм. то есть каждую игру он Да. лучше, 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 и ему уже предложение поступает. И здесь агент. А, Он уже переговорил по условиям, там ему контракт 3 года предлагает, а он пришел на полгода буквально. Ему контракт 3 года предлагает, ему сумму называют, он говорит, так откуда так? Ему говорит, а у нас здесь так, говорит, получают, говорит. То есть у нас а. минимум, он говорит, а я пришел вообще, говорит, на минимальную, говорит, на 1% пришел. Я говорю, как ты мог? Ну, говорит, у нас в Сербии такие расценки, говорит, то есть мне предложили там условно Мгм. 2000 предложили, ну, я и рад, говорит, у меня там было 500, говорит, я на 2000 и согласен, говорит, конечно, а они там залупили. Ну, и такие моменты бывают. И юридически я считаю, что агент должен все равно юридически укомплектован быть, помогать, Сопровождать. конечно, в контракте можно написать все, что хочешь, и тебя сделают рабом клуба. Как вы относитесь к тому, что иногда дела футболистов ведут, либо сами футболисты ведут свои дела, там иногда с какими-то агентами сотрудничают, либо вообще семья, то есть там отец или в целом там. Я, например, знаю, что Адриен Рабье, французский футболист, у него мама агент. Мбаппе. Мбаппе тоже? А, у него Отец. отец. Да. Ты мне говоришь, я просто думал про маму, потому что я знаю, что у Рабье вот мама агент. Как вы вообще к этому относитесь? Это хорошо или плохо? Может быть, кого-то Я знаете из думаю, нет, футболистов? я думаю, это хорошо. Человеку, во-первых, нужно доверять. А я думаю, мама и папа для тебя ничего плохого не сделают. Да. Поэтому это Только самый, хорошее желаю, да. самый оптимальный вариант, самый лучший вариант, я бы сказал. Но я слышал такую историю, что если родители или, допустим, там какой-нибудь старший брат, дядя, допустим, да, ведут дела футболиста, они не могут объективно оценить его уровень, потому что они, например, в футболе, может быть, не так хорошо разбираются, и слишком высоко его оценивают. То есть, например, там футболисту предложение от определенного клуба поступает, и они говорят, типа, нет, у меня там, например, там отец, точнее, у меня там сын, или, например, мой там племянник, брат, будут играть там на более высоком уровне. Они говорят, ну, вы чуть это, берега как бы Да. видите, снизьте свои требования. И из-за этого тоже как бы могу сказать, я потом тоже могу рассказать историю наподобие среди местных футболистов.
Вот. Как вот с этим быть? Как сказать, не потерять вот эту вот нить? Ну, Вот, например, нужно понимать, оценивать ситуацию вообще, реально, да, смотреть на вещи и все. ну, вот, условно говоря, там через 2 года вашему сыну придет предложение от какого-то клуба, и вы там будете... Понятно, что вы разбираетесь в футболе, но кто-то не разбирается. Да, И, например, там кто-то может сказать, что, например, у меня там сын будет играть, там, не знаю, не в Суперлиге, например, Узбекистана, а сразу там да. в ВПЛ поедет. Вот я, насколько знаю, с этим очень тяжело работать. Не Очень, объективно очень оценивать, тяжело да. работать. Были, да, конечно, такие случаи, и они заканчивают Да, да. и никуда не едут. Да, Это даже если они мечта, она талантливые. остается такой. Поэтому, Да. да, это, У конечно, людей нет понимания, что это поэтапное движение, действительно, а не через 2-3 ступеньки перепрыгивать. конечно. Ожидали ли вы, что в Саудовской Аравии вообще будет такой футбольный бум спустя то время, когда вы там играли? То есть, получается, спустя 8-10 лет, как вы там были в Аль-Шабабе? Вообще даже не предполагал, даже не представлял, что такое будет. Мгм. Закрытая страна. И сколько, 1,5 года там прожил. Ну, действительно, закрытая страна, вообще ничего не предвещало, что так вообще может все измениться. Поменяться. Вообще все поменяться. Нас У как нас раз- кинотеатров не было. У нас как Мы раз в студия еще в кинотеатре таких цветах тут, в Саудах. с детьми в кинотеатр не ходили, потому что А вы там с их семьей не туда было. поехали? Ну, конечно, семья всегда со мной. Где вашей семье больше всего понравилось жить? В Корее. В Корее? А не было проблем с языком? Нет. То есть... Ну, был переводчик, и Ага. многие люди, которые, ну, в ресторанах, в Мгм. магазинах разговаривают на английском. На английском? То есть Нормально, у да. вас все семьи знают английский? Ну, не все знают английский, Ну, на бытовом но, уровне. ну, сын у меня с 5 лет ходил в американскую школу. Мгм. С 5 лет он вообще в совершенстве знает английский лучше даже, чем я. Дочка сейчас тоже обучается английскому, то есть младшая тоже будет обучаться английскому. То есть, ну, как бы супруга знает только разговорный. Мгм. А у вас дочь, получается, прям профессионально занимается Ну теннисом? да, профессионально То есть мы занимается. там через пару лет... Сколько ей лет? Ей сейчас 14. 14. То есть, условно, там лет через 5-6 на турнирах WTA можем увидеть, да? Ну, возможно, думаю. А у нее Думаю, хорошие результаты на ее думаю, да. уровне? Ну, она вообще у меня маленькая. Мгм. То есть есть девочки, которые в ее возрасте уже такие Физикой берут, типа. женщины Да. уже все созревшие, а у меня, конечно, позднее созревание еще нету, Мгм. поэтому она такая самая маленькая. Там недавно на турнире играли, девочка на 2 головы выше нее. Вот она Ну, ее конечно, там, у нее там удар, она да, ее там наверное, будет. обыграла. Да, бьет там сильно, ну там голову включает, где-то там у них свои комбинации какие-то есть. Ну, в общем, выиграла, меня отправляют в видео. Там девочка такая идет, руку дает, там, и там проходит такая обиженная, да, что вот Это такая как, малышка выиграла. Там, не знаю, видели, нет, фотографию, как Ромео Лукаку за молодежку Андерлехта играл. Ну, он тоже же такой большой парень. И там тоже он после матча молодежки Андерлехта с кем-то в юношеской лиге чемпионов или где там тоже на 2 головы выше там капитана, соперников. Да. Или помните, как вот тоже недавно эта сборная Узбекистана Ю-23 перед Олимпиадой играла с каким-то... Смоли. С Мали. Смоли. Мали, Там ну да. тоже такая разница была. Там тоже Жасур Железинов подошел, и там... Да, Ну, да, да. капитан там выше его на 3 головы, Не, наверное. кстати, в первом матче ничего не, да, сыграли? Во втором проиграли 2-0. По-моему, Не, нормально первый боролись. 1-1, по-моему, сыграли, Вот а я и помню, мне второй кажется, ничья 2-1 была. проиграли. Да. Там 10 остались. Там удалили кого-то. Да. Удалили, по-моему, кого-то. Как раз Джасура, по-моему, удалили, если я ничего не путаю. Там должен был как раз... Нет, там Василий должен был Васильевич. Ибрагимов выходить, и Да. он обиделся и ушел по Да. трибунку. То, что он должен был То, что выйти удалили, вместо да. Жалалидинова, и как бы замену отменили. Вот. Вопрос по поводу сына. Получается, у вас сын, я только недавно узнал, то, что он у вас за Сурхан играет. Он за Да. Ю-19 или Ю-21 играет? В дубле. Дубль, это уже, Да. получается, Ю-21, да? Это Ю-21 уже Ага. получается. А ему сколько лет? Он, по-моему, моложе, да, чем Ему Ю-21? 17 лет. То есть, получается, играть с теми, кто... Он 7-го года рождения. Ага. То есть вот это его первый контракт. М. Ждал, А до этого он где ждал долго. занимался? Он занимался у Токова, Сереги, Феникс. в Фениксе, да, Ага. занимался. Ну, до этого он был в Буньоткоре, Мгм. потом с Буньоткора я перевел его в Токову, Мгм. Сереге, и вот он у него занимается уже, ну, наверное, в протяжении 5 лет, наверное. Мгм. А сейчас вот подписал первый свой контракт профессиональный. А, Вы как отец рады? Ну, конечно, рад.
Первый Он на контракт какой с позиции играет? Ухани. Он играет центрального защитника. Неожиданно. Я как Да. раз думал, может, это по вашим стопам пошел. А он, получается, высокий или Ну, получается, да, 1,88 м уже. В уже 17 17 лет. лет? Да. Самое то для защитника. Самый хороший. Данные очень хорошие. А у вас какой рост? У вас меньше 1,80 м? 73, метр Это он в 73. кого так вымахал? В дедушку Наверное, какого-то, да? в тесте, наверное. Ну, потому что получается так же, например, как с Хусановым, у него отец Хикмат Хашимов, он, тоже не особо маленького как бы роста, но он худощавый. А Хусанов, он, поплотнее, и сказали, что он тоже в дедушку в какого-то там Да, пошел. да. Вот, и получается то, что через одно поколение тоже перепрыгнули. И как вы оцениваете его шансы заиграть на высоком уровне? Будет от него все зависеть. Как он будет прогрессировать, если не будет останавливаться, будет работать над собой, Но вы видите у постоянно него трудиться. потенциал? Да, конечно, вижу. Мы с этим давно уже сталкивались, потому что в детстве он был у меня таким пухленьким. И тренер Хвастунов был, он называл, там у нас было, говорит, говорит, есть 3, говорит, тяжеловеса. Говорит. Вот, и на тот момент мы сталкивались с этим, что надо меньше кушать, надо выбирать себе правильное питание. Дети, они же всегда хотят вкусно покушать. У меня было дома это все в достатке, потому что, если у нас на столе Да. ужин, у нас все должно быть. То есть, и поэтому, он не мог справиться. Зато сейчас он вообще молодец. У него висит расписание, что нужно кушать до игры, что нужно... Ему, получается, в клубе это все дали, или он как бы сам Нет, он у поинтересовался? меня все узнал. То есть вы Я ему сказали? сказал, да, я ему дал конкретный режим Да. питания, Питание. когда он должен это кушать, когда у него там высокая нагрузка. То есть, и уже после этого, то есть я ему сказал, да, вот перед игрой что надо кушать. Все, и он это все распечатал. У нас на холодильнике висит это все, и до сих пор он приходит с тренировки, там коктейль протеиновый, обязательно Как положено. нужно покушать, да, банан и все в этом роде. Он сам следит за своим полностью питанием, отдыхает, спит. То есть он такой на режиме. И работает над собой постоянно. Тренажерка, наверное, Он тоже. утром встает, постоянно там гантели гремят, мы ему уже говорим, супруга, ты там гантели какие-то другие купи себе, чтобы не гремело. Мы тоже спать хотим по утрам. Нет, в 6 часов встает, начинает заниматься, то есть То есть уже отжимания. характер такой закаленный, спортивный. Он уже осознал, что надо в работать. футболе легко не будет, что надо действительно Да, а вы работать, как раз-таки трудиться. на основе своего опыта игры, карьеры как-нибудь говорили с ним, какие-то не отговаривали ли? Да, кстати, это тоже вопрос, потому что некоторые футболисты говорят, типа, я не хочу, чтобы мой сын был футболистом. И Мгм. такой же путь проделал, Да. такой же тяжелый, тернистый. Да. Я потому что видел рилс, там один чувак на курсах тренерских рассказывал, что там всего лишь 0,0 какой-то там процент становится профессиональным футболистом и играет на высоком уровне, типа там Лига чемпионов, даже Лига чемпионов азиатская, это тоже как бы, Мгм. не говоря уже про европейскую, там чемпионаты мира, континентальные кубки. Это даже не 1%, это 0,00 какая-то часть. То есть не отговаривали вы его? Или наоборот, может быть... У нас был такой разговор, я А. у него спрашивал вообще, как ты относишься к футболу, потому что это там труд, но я видел, что в какой-то момент в подростковом возрасте, то есть он не старался, он там такой был пассивный, постоянно как-то, пришел на тренировку, там, просто там отбыл номер и все, да. Конечно, был с ним разговор, я у него конкретно спросил и дал ему выбор. Я говорю, Да. если ты хочешь стать профессиональным футболистом, то надо трудиться. Если у тебя нету этого старания, то лучше время впустую не тратить, давай там будем Что-нибудь другое обучаться, придумать, пойдем да. в школу куда-то, да, чтобы время не терять. То есть, а голова у него действительно светлая, то есть ему учеба очень легко дается. Выбрал свой путь. Если выбрал, значит, уже надо трудиться. Это он прекрасно осознает. А на ваш взгляд, насколько важно, чтобы футболист хорошо учился? Потому что есть определенная взаимосвязь между тем, насколько высокий IQ за пределами футбольного поля, и на футбольном поле тоже это чаще всего взаимосвязано. То есть, если человек, грубо говоря, не очень хорошо учился в школе, то, возможно, какие-то футбольные аспекты он познает хуже. Там тактические какие-то, на тренировках, может быть, меньше выкладывается, меньше дисциплина. На ваш взгляд, это прямая взаимосвязь между этими вещами? Я думаю, если он учится хорошо и понимает, мы не можем учиться на отличного спортсмена, потому Да. что большую часть
своей энергии, да, мы тратим на футбольном поле. Поэтому как он это осознает, во-первых, это хорошо, что у него голова совершенно хорошо работает. Он и в шахматы играет постоянно. Ну, как бы мы привили им это, что надо играть в шахматы, надо всегда думать. И учиться, когда, допустим, где-то у него бывает, что он там не садится за уроки, то есть мы здесь говорим, что ты всегда не будешь в футбол играть. А вдруг травма будет, а вдруг что-то. Хотя бы ты какие-то азы, хотя бы деньги научись считать, складывать правильно. Расскажи, чем вы занимаетесь? Вы сейчас в Олимпике же работаете? Да, работаю в Олимпике тренером. Получается, вы ассистент главного тренера? Ну, думаю, просто в тренерском штабе. Мгм. Как бы у нас нету там такого, что там ассистент. Просто интересно то, что сейчас, получается, Денис Крестиченко стал главным тренером, а до этого был Кападзе. И получается, когда был Кападзе, было вообще 3 ассистента, да, помимо него, 3 человека в тренерском штабе. Чигадаев, Крестиченко и вы. То есть тоже как бы такой большой тренерский штаб. Вы конкретно за что отвечаете? То есть это тактический разбор соперника или что-то еще, или все в У целом? нас нету конкретного разделения, допустим. Ну, допустим, если кто-то что-то не успевает, да, там мы там разделяем. Кто-то нарезки делает, кто-то там по сопернику, кто-то стандарты. Мгм. Все в этом роде. А конкретно такого нету прям. Мгм. Мы сами уже по ходу договариваемся. То есть, условно говоря, там, не знаю, разбор соперника, ты посмотри вот это, Да, ты ты сделал вот посмотри, это. допустим, у нас 3 игры, ты берешь это, ты берешь это, ты берешь это. Все, и потом. А Мгм. тренировки как проходят? Тренировки все участвуют в процессе, то есть собираемся в тренерской, обсуждаем, что сегодня будем делать. Каждый выносит какие-то свои предложения, Мгм. и главный тренер уже решает, что будем делать. До прихода в Олимпик вы были главным тренером Локомотива. Это был ваш первый, ну, и на данный момент, Нет, получается, давай единственный. сначала спросим, как произошел переход от футболиста в тренерскую вообще карьеру? Вы вообще Целенаправленно. целенаправленно, то есть вы, когда были игроком, вы уже знали то, что вы, условно говоря, пойдете на тренера учиться, будете тренировать в дальнейшем. Мгм. То есть у меня были даже, спрашивал, допустим, да, у тренеров, говорю, как вообще это работает. Он говорит, да, все там нормально, все хорошо. Я говорю, ну, вы видите, что можно мне тренером стать? Они говорят, конечно, у тебя все есть предпосылки стать тренером. Просто, опять-таки, почему я спрашиваю, получается, это ваш был первый опыт работы тренером самостоятельно, как главный тренер. На ваш взгляд, почему он тогда не удалось сохранить Локомотив в Суперлиге? И если бы вам сейчас вот предложили бы снова возглавить Локомотив, вы бы согласились? Думаю, бы согласился бы. А почему не получилось? Потому что попал в такую ситуацию, да, не очень хорошую. Если вы помните, после ничейного результата в Каршах мы приехали сюда, и так получилось, что наш игрок был, оказывается, замешан там в договорном матче, да, и это все выставили в прессе. То есть такой эмоциональный фон вообще в команде просто резко поменялся, да. И действительно, этот игрок, на кого я рассчитывал, да, это был действительно центральный игрок, который мог решить, то есть опытный, мог повести команду за собой. И вот так вот произошло. Конечно, очень я что только не делал, да. И мотивационные речи делал, и там что только не придумывал на поле, да, тренировочный процесс менял полностью, да, как это вообще должно происходить, чтобы команду из этой ямы, да, вытащить. Но не получилось. И тем более времени мало, да, дали руководство, очень мало времени. Там ничего, я считаю, что за такое короткое время ничего нельзя изменить. Тем более такая ситуация произошла. Это, ну, то есть, я не знаю, скажите мне, назовите такого тренера, который бы вытащил из этой ямы бы команду. Я думаю, что не каждому это дано. И не каждый бы смог это.
Я просто почему спрашиваю, потому что я слышал от многих людей, то есть это не один человек мне говорил, что Сережа Джипаров — это идеальный генеральный директор или спортивный директор, потому что вас знают за пределами Узбекистана, у вас хорошие связи, вы, в конце концов, имеете представительский вид внешне, вы как бы можете быть лицом клуба, и некоторые люди действительно говорили, типа, я не понимаю, зачем Джипаров пошел в тренеры. На ваш взгляд, насколько вы вообще готовы работать тренером, В и чем ваша мотивация? да, в чем ваша мотивация, и что вам нравится больше все-таки? Вы работали как и спортивный директор, и как тренер. Что вам нравится больше? Мне нравится больше быть тренером, но опять же таки, знаете, управление командой никто еще не отменял. То есть сейчас в Европе говорят, что менеджер, да. Если мы идем параллельно со спортивным директором, то есть спокойно эти же функции я могу выполнять, просто мне все равно, я более себя комфортно чувствую на поле, тренирую, да, и мне более интересно, Влиять. что я получу в оконцовке, результат какой будет на поле. Вот эти эмоции мне не хватает. Сидеть на трибуне и смотреть футбол, пока я к этому еще не пришел. То есть все равно я хочу быть внутри коллектива, внутри команды, сидеть на скамейке запасных, подсказывать, да, какие-то есть эмоции, то есть энергию свою мне куда-то надо девать. То есть получается, что все равно у вас вот такой вот переход от футболиста еще не до конца закончился, потому что вы говорите, что вам не хватает эмоций. Вы не можете спокойно сидеть. Эмоции от победы, от тех переживаний, да, Да. которые... Конечно, тренерская работа, она совсем другая, и футбол. Да? То есть футболист и тренер совсем другой. Мгм. Всегда говорят, надо сначала себе убить футболиста, чтобы Вам стать удалось это тренером. сделать? Я думаю, что да. Мгм. А вы там, не знаю, там, как, например, Карпин там в сборной России в квадратах участвует, вы там Да, заходите в квадрат? участвую. Там штрафные побить? Да. Всегда, даже и играю. В двухсторонках. Да, для меня, допустим, знаете, есть такой один момент, лично для меня. Если я играю, то есть какая-то тактическая, да, тренировка, если я нахожусь внутри, я лучше понимаю, чем я, допустим, буду смотреть там сбоку или с бровки. Внутри Или событий нужно сверху, быть, да, да? конечно. Ты можешь... Для меня это так. Мгм. А можете тезисно сказать, какие у вас принципы вашей тренерской работы? То есть это какая схема, там, например, быстрый переход из обороны в атаку или во владение играть, там, например, через фланги, через центр, там... Тренерская философия вообще Ну, в какая? целом, да, можно это так сказать. Вообще, я сторонник вообще Пепа Гвардиолы, да. Тики-така. Это, да, мой кумир. Владение мячом, рациональное распределение сил, то есть подготовка к атаке. То есть нету такого, там, взял мяч, пнул там и там подбирай. Бей Нет. вперед, игра придет. Да, больше комбинационная игра, больше держания мяча, владение мячом. Ну и, конечно, то есть игра в атаку, комбинация в третьей зоне. То есть в первой зоне там, конечно, легко, потому что там больше количество игроков. А в третьей зоне вот здесь нужно проявить навык, философию. Команда должна, то есть моими мыслями она должна выполнять то, что, допустим, задумано. Но футбол Именно в третьей. Пепа Гвардиолы Это тяжело в третьей зоне. это одна из разновидностей тотального футбола, правильно? Когда, например, футболист должен заменить любого другого футболиста на поле. Его функции, его обязанности на поле. Мгм. Это то же самое? Конечно, ротация должна быть, Да. потому что как мы открываем зоны, да, мы там перемещаемся в одну зону, но эту зону кто-то должен заполнить, закрыть, потому что чтобы были везде ромбы, везде треугольники, было 2-3 варианта обязательно у игрока. Ну и тотальный футбол не только в этом же заключается. После отбора мяча, если вы видите, да, все, то есть чем быстрее, за там 4-5 секунд нужно быстро забрать мяч. То есть Оказать давление. это прессинг, да, пока команда не успела расставиться. Ну, условно говоря, такой небольшой квиз. В случае потери мяча вы сторонник того, чтобы вступать в контрпрессинг при потере мяча или возвращаться на позицию, Нет, откатываться? контрпрессинг. Контрпрессинг.
например, там в завершающей стадии атаки это там передачи низом, короткий средний пас или там навес, штрафную, там цепляться за мяч? Прострел. Нет, только через короткие средние передачи. Через забегание, открывание? Ну да, конечно. Скрытие флангов, полуфлангов. Мгм. Это все комбинационно, это все входит в комбинационный футбол. А в прессинг, например, там, ну, не контрпрессинг при потере мяча, а, например, там соперник начинает атаку, вы больше сторонник, чтобы, например, высоко их поджимать, не давать им выходить? Знаете, разная же ситуация бывает, разная команда бывает, исходя от игроков, да. Ну, как здесь можно соперника поймать на его слабых, есть слабые стороны, где-то можно там открыть зону, Да. именно сконцентрироваться на этой зоне, чтобы здесь отобрать, потом, чтобы доставить мяч там двумя передачами в ту зону, где можно спокойно выйти 1 на 1 и завершить там. То есть Не надо контролировать там 10-15 передач, не надо. То есть вы за тактическую гибкость как бы больше, да? Совершенно верно. То есть нет такого, что, например, там вы там сторонник атакующего футбола, и ваша команда играет против топ-клуба, и вы все равно будете играть во владение, там много владеть мячом, терять, не успевать отходить назад. То есть, например, там готовы ли вы как тренер на то, чтобы, например, там против топ-клуба ваша команда играла вторым номером на контратаках? Нет. Нет? Нет. Ну, это будет хотя бы вторая зона где-то. Ну, не в глубокую оборону садиться. Это нет. Мгм. То есть от своей философии навряд ли буду отходить. Хотите ли вы стать главным тренером в ближайшем будущем? Если, например, извините, что перебиваю, если, например, будет вариант там, что перейти в какой-то другой клуб на должность главного тренера и уйти из Олимпика. Эти моменты, конечно, обговаривались, Мгм. когда был даже и Тимур. Мгм. Эти моменты обговаривались, поэтому если будет любое какое-то предложение, то я всегда буду свободен, то есть могу уйти, если будет достойное А если, предложение. например, пролига, не суперлига, например, какая-то команда, которая борется за выход? Знаете, да, есть определенные задачи, где, то есть куда нужно идти, да, есть свои задачи, какие-то свои требования, да, то есть высокие цели, Мгм. высокие цели. Тогда да, под какие-то Ну, задачи все обсуждается, да? я всегда готов, открыт. А если, например, вас позовут в клуб, который борется за выживание изначально с маленьким бюджетом, Нет, тяжело будет реализовать? нет, не пойду, да, потому что я сторонник того, уже один раз обжегся. а, Мне будет лучше, если я буду сам команду набирать под свою философию, под свой стиль игры, и сам буду, да, разговаривать с ребятами. Никто не будет навязывать мне их. То есть, и если я уже знаю игроков, да, что они хотят и что мне нужно, буду с ними творить что-то, творить. Мгм. А какая у вас сейчас тренерская лицензия? Про Про? АФК Когда вы ее получили? 2 года назад, Ее раз в 5 лет, по-моему, надо. в 3 года, Раз в 3 года, то есть вам да, скоро надо будет подтверждать в следующем, да? в 2025. Вы недавно ездили на стажировку в России. Расскажите, куда вы ездили, что вы делали? В первую очередь поехал в футбольный клуб «Рубин». После этого А как вообще получилось Да, как вы договориться? поехал в договорились? футбольный клуб «Динамо». Ну, у меня много связей, много друзей, которые действительно хорошие отношения, и они помогают. Все они в футболе. Тоже у них есть друзья. Ну, вот так через связи получилось договориться. Вы приехали в Рубин к Рашиду Рахимову. Как он вас встретил? Ну, мы с ним до этого разговаривали, А вы были с ним обсуждали. знакомы до Да, этого? конечно. Сколько лет вы уже знакомы с ним? Ну, с ним уже где-то 2 года, наверное, я уже Мгм. с ним был знаком. Один раз даже он, по-моему, сюда приезжал. Мгм. Все. Приехал, пообщались, Да. определили сроки, когда можно приехать и насколько. Все, приехал. Сначала приехал в Москву, посмотрел матч. А Как раз потом уже в они со тренировочный процесс, Спартаком. да, Да, уже потом погрузились? такая подготовка от игры к игре. А чем отличается тренировочный процесс от того, что происходит в Узбекистане? Ну, многие Ну, клубы, тезисно да, давайте. многие клубы я не знаю, как тренируются, потому что нету допуска, да, к этим клубам, мне сравнить не с чем. А так действительно все хорошо, все организовано, очень много
персонала работают над футболистами. Это те психологи, там, селекционеры, аналитики. То есть вообще все идеально. База идеальная, поле 2 натуральных. Ну, все, тренажерный зал, бассейн, восстановительные мероприятия. Вообще все Рахман идеально. Алиев со Шурматовым себя хорошо там чувствует, да? Очень хорошо чувствуют. И мы с ними тоже пообщались. Я говорю, вы находитесь вообще в идеальных условиях. Такие условия, говорю, у меня только в Корее были. Вот я как раз-таки хотел сказать, наверное, это достаточно большая редкость была в ваше время, когда вы были футболистом. Ну, в Корее это уже было. То есть, Ну, когда вот приехал, когда да, мы там в самый... барокамерах лежали А когда с пик кислородом. Буньоткора был, такого не было? Э, На самом пике, когда он был? Ну, нет, такого не было. Я имею в виду, все равно были какие-то аппараты, там ходили в бассейн, там лед был у нас, но вот чтобы там криосауна и еще там барокамеры. Такого не было. то есть, на ваш взгляд, переход в Россию для узбекского футболиста — это шаг вперед, или все-таки там нужно смотреть больше в сторону Европы? Вы знаете, вот недавно тоже с другом сидели, он говорит, я бы, допустим, в Россию бы не поехал. Я бы поехал там в Европу. Ну, где футбол есть, Испания, Франция, Италия. В плане работы тренером или как? И работать тренером, и там на стажировку поехать. Я говорю, я тоже за. Но, допустим, надо реально смотреть на вещи, да. Здесь мы приехали, все равно в футбол я ему тоже говорю, это так, конечно, да, Европа, она намного впереди, но Россия тоже уже подтянулась по этим показателям, потому что и стадионы, чемпионат мира прошел, после чемпионата мира там полностью все изменилось, поля идеальные, Бюджеты хорошие, стадионы, да, идеальные, поля идеальные, базы есть, восстановительные мероприятия есть, сама структура, сама работа, это все работает, все налажено. То есть там футболист думает только о футболе. И специалисты, да, вы посмотрите, специалисты. Хорошего уровня работают специалисты, хоть и с российским гражданством, но есть и клубы, которые приглашают иностранных специалистов, которые эти специалисты потом едут в Европу и там достигают. То есть это уровень тренера действительно хороший уровень тренера, который приезжает в Россию, передает свои навыки, да, то есть с Европы что-то прививает, да, обмен опытом. Тем более мы, когда общались с Рашид Мамагулычем, они ездят на стажировки, да, там, в Европу, там, в Атлетико Мадрид, в Германию, там обучаются. То есть уровень все равно другой. Мне кажется, УЕФА лучше работает в этом вопросе. Физподготовка, допустим, да, очень на хорошем уровне. Вот у него тренер по физподготовке с Германии. Ну, там он мне показал, чем там занимает, что он делает, как это все анализирует, на каком... У них даже кровь, да, там берут на анализ, и делают в своей лаборатории кровь и смотрят состояние, то есть футболиста. Если он перегружен, то на тренировку он, допустим, не выходит. То есть вплоть до этого, да, измеряют? Конечно. А что вы применили или хотя бы там предложили применять в Олимпике после того, как с стажировки вернулись? Какие, может, тактические наработки, может, там упражнения или в плане там... Знаете, просто есть, допустим, некоторые моменты, да, что я, допустим, говорю, а уже главный тренер решает. Но я думаю, сейчас, в данный момент, когда уже идет соревновательный период, ну, лучше этого не делать. внедрять, да? Да, То лучше есть не в внедрять. потому что, межсезонье хотите конечно, попробовать? у главного тренера может Видение что-то, другое. да, другое что-то. Зачем что-то менять сейчас, когда это, допустим, по его видению это приносит результат, и ему комфортно, понимают игроки, самое главное. Что будет Ну, дальше. как вы вообще оцениваете сам проект «Олимпик»? Это что для узбекского футбола? Польза, Ну, вред? это, конечно, польза. Мгм. Если проект дал результаты в выход на чемпионат, на Олимпийские игры, то это положительно. Надо его развивать, надо улучшать. Ну, это действительно дает какой-то... Посмотрите, сколько ребят
э, Которые не проходили в раскрыли, клубы, да. да, раскрыли себя. А если бы этого клуба не было, Мгм. то где бы они были? Мы тоже задаемся вопросом, да, где бы они были? Еще бы в какие-то клубы пошли? Или, Ну, Ну, то есть проект должен продолжать свою жизнь. я думаю, да, возьмите, допустим, они играли на Да. протяжении 3 лет. 3 лет, они постоянно играли, они варились, да, между собой варились, но они играли против взрослых Опытных. команд, опыт набирались. За счет чего они прибавили? За счет игровой практики. Постоянно они играли с сильными соперниками. Хороший тренировочный процесс был у них. То есть, и вот вам, пожалуйста, результат. Они выросли не только как игроки, Ну но и они ментально, как личности. психологически. Да, как личности они тоже поднялись. Я слышал такое мнение, что Олимпик вообще не должен был выходить в Суперлигу. Они должны были играть в пролиге. Просто молодые должны были обкатываться, получать игровую практику и не должны были играть в Суперлиге, где уже, ну, грубо говоря, периодически приходится бороться за выживание. Ну, чего же греха таить, особенно когда футболистов забирают тут в те или иные клубы. Правда ли это? То, что вообще там, ну, насколько это верно, что Олимпик должен был существовать в парадигме пролиги вообще? Ну, такой, я думаю, знаете, как аппетит Приходит во время приходит еды? во время еды. Ну, поставили, ну, они действительно заслужили. Не опускать же их обратно. Мгм. Если они заслужили, пожалуйста, достойно играйте. Если бы они вылетели бы, то играли бы опять там. Это опять же спортивный интерес. Ну, ребята молодцы, они настроились, они поняли суть этого проекта и молодцы, занимали хорошие места, обыгрывали Да, топ-клубы. топ-клуб, обыгрывали. Я еще слышал про такую обратную сторону проекта «Олимпик». Ну, не знаю, вообще можно говорить такое или нет, что, да, многих футболистов брали в «Олимпик», исходя из того, что они не проходили в свои основные команды, в основной состав, но при этом, при всем, «Олимпик» преобразовался в большинстве своем в олимпийскую сборную, и некоторые футболисты, например, которые вызывали в сборную, они должны были так или иначе переходить в «Олимпик». И некоторые футболисты, на которых рассчитывали в их основных клубах, их приходилось отпускать в «Олимпик» в целях того, чтобы развивалась сборная. Принудительно, скажем. Принудительно, да, я просто не хотел это слово применять. То есть я, насколько знаю, там некоторых футболистов, то есть, да, которые вот в пролиге изначально были, да, там реально брали ребят, которые в свои клубы не проходили, там они играли на молодежке, там за Ю-19, Ю-21, а потом уже там в 23-м году, ну, или перед стартом сезона, или по ходу уже там брали некоторых ребят, которые там, на которых рассчитывали уже в своих клубах. Но это же было с мотивацией такой, то что повышать наигранность перед Сыгранность Олимпийскими команд играми, да. То, что они должны в одной каше вариться, в да, одном вот в этом одном котле. коллективе. Ну, Да, просто прикинь, вот, ну, ситуацию там, условно говоря, у тебя там взяли ну, футболиста молодого, на которого ты не рассчитывал, а потом взяли чувака, который был под основой. Это я не знаю, как сейчас, например, у Пахтакора забрать Мухаммада Уримбаева, который выходит там, обостряет игру, там с дальней и средней ну, дистанции может да. пробить нормально. И, не знаю, там тот же самый тренер Пахтакор скажет: вы зачем забираете у меня этого игрока? Он мне нужен, условно говоря, я там его под основу держу, он мне там, например, в кубке может выйти, на замену выйти, в каких-то играх в основу. То есть я думаю, что это тоже такая вот ситуация была. И прикинь, вот, например, игрок принадлежит Пахтакору, а потом ты его обратно забрать не можешь, это уже нужно выкупать. Я думаю, что это тоже такая вот ситуация Тут интересная. палка о двух концах Да, просто. да. То есть, да, в конечном итоге результат как бы В дали. оконцовке все счастливы. Да. За всю историю вышли на Да, Олимпийские игры. да. То, как на Олимпийских играх сыграли, это уже другой вопрос, но все равно я думаю, что да, в конечном итоге это Олимпик — это Большой хороший проект, успех. да, большой успех, и я думаю, что клуб должен продолжать существование, но, мне кажется, тоже там нужно интересы клубов тоже учитывать и не забирать совсем уж тех игроков, на которых там рассчитывают. Понятно, что есть просто разные касты, разные категории игроков. Да, ну, если историю взять, то не совсем всех забирали игроков. Все равно Ну, какие-то понятно. игроки все равно оставались. Мгм. Ну, нужно поблагодарить руководство клуба, кто вообще создал этот проект, да, президента федерации. Ну, это действительно хороший проект, который дал плоды. Я считаю, все от этого выиграли. Только выиграли. Мгм. Плавно от темы сборной олимпийской перейдем к главной сборной.
Сборная Узбекистана в целом за всю свою историю несколько раз приближалась к выходу на чемпионат мира, и сейчас, пожалуй, один из самых таких, Кульминационных моментов. да, самый, наверное, самый реальный шанс, чтобы выйти на чемпионат мира, то есть, условно говоря, там выиграть или там хотя бы сыграть ничью с Катаром, и там уже шансы огромные. То есть там суперкомпьютер, который там посчитал шансы, то, что у Узбекистана сейчас сколько там, 93%? 82. Уже 82, почему? 82. Было, по-моему, там 90 с чем-то. После последнего матча 82. Ну ладно, не суть, короче. Вот. В общем, большие шансы, которые посчитали умные компьютеры, которые умеют считать явно. На ваш взгляд, нынешняя сборная самая сильная в истории? Ну, я так не считаю, что самая сильная. Одна из сильнейших, я думаю, по составу. Потому что другие года тоже очень сильная была сборная. А почему тогда прошлым поколением сборных не получилось приблизиться к этому результату? Понятно, что там были стыки, да, но все равно как бы сейчас самый реальный шанс. Ну, сейчас самый реальный сейчас, потому что и Количество мест. больше мест дали. Больше мест дали. И посмотрите, кто попался. Нам раньше попадались корейцы, австралийцы. Ну да, австралийцы сейчас уже не те чуть-чуть. Поэтому даже вот играя в Иране, кстати, Кейруш был тренером, и всех отправляли играть за границу. То есть в хорошие клубы по статистике, да. 2 последних года Иран напрямую выходили. То есть, на ваш взгляд, разница, если сравнить условно нынешнюю сборную и сборные предыдущих поколений, то, что больше игроков играет за рубежом? Чем больше за рубежом играть, тем лучше, я считаю, для сборной. Только давайте так, за рубеж это действительно хорошие Европа. клубы с хорошей подготовкой, где все моменты учитываются, раскрывают игрока, дают ему играть. Допустим, Малайзию и Ну да. Таиланд. не будем Индию. в расчет, брать, эти даже уровнем ниже нас по рейтингу идут. Давайте будем Германия, Англия, там Франция. Ну, топ-5, хотя бы, да, Россия, топ-5. там, Турция. Хотя бы. Ну да, хотя недавно Турцию что-то Мауриньо там высказался. Не очень хорошо. А если попробовать, предположим, что поколение футболистов, это можно так взять, за отборочный цикл к чемпионату мира. Условно говоря, на какое место можно поставить нынешнюю сборную? Отборный чемпионат мира 26 года, нынешняя сборная. На каком она месте была бы в вашем рейтинге? Потому По что, силе. Да, по силе, потому что вы играли до 2017 или 2018 года. Вы Да, уже 17 года. сколько? 4 цикла застали отборочных, да? Получается? 18-й это был последний отборочный цикл, получается, 22-й. 22-й только не застали, и перед этим еще сколько. Получается, вот если так по отборочным циклам считать, на каком она месте будет нынешняя сборная, и какая будет там на первом или еще на каком-то месте? Да, и я думаю, поставил бы на 3-е место эту сборную. На 1-е место, я думаю, 2006 год. На 2-е место 2014 год. 2006 год это кто по игрокам? 2006 Кошелев, Карпенко, Шершов был, по-моему, Акопянц был, Шацких был, Сафонов был ворота, Игнатий был, Сафонов был. Касымов закончил уже? Касымов нет, играл. Еще играл? Да, еще играл. Ну, вот по подбору игроков, я думаю, что там были такие. Генрих еще, наверное, был, да, там? Привлекался. Бикмаев. Привлекался. И Бикмаев тоже, да. Федоров. Андрей Федоров тоже, да, не был. заканчивал еще. Вот, Хорошая плеяда была. А 2014 год, это получается кто по именам? 2014 Кападзе, Генрих, Адел, нет. Анзур Исмаилов. Анзур Исмаилов. Виталий Денисов. Нестеров уже Игнатий основной. еще Не, был. Нестеров. Он Да. уже единственный остался. А в атаке кто? Бикмаев тоже был? В атаке Макс был, Генрих был, Макс был. Кто вообще ваш лучший друг или ваши лучшие друзья в футболе? Кого вы можете назвать таковыми? Это Айбек Касымов, Тимур Кападзе. Ну и если брать у меня друзья остались, которые в России. Это Авзал Азизов, потому что мы черчикские все ребята. Пономарев, который в Питере сейчас. Власчев Андрей. Тоже. Вот с ними держим тесную связь. Общаюсь очень. Назовите 3 или 5 лучших игроков, с которыми вы вместе играли. За сборную или за клуб.
Это Ривалдо. Да. Ривалдо. Это Деян Дамьянович. Это Мирджалол Касымов. Тимур Кападзе. Еще одного давайте, чтобы топ-5 был. Блин, топ-5. Кого ты из сборной? Был такой Фернандо был. В Аль-Шабабе играл, бразилец. Он был, по-моему, даже олимпийским чемпионом становился, если я не ошибаюсь. Он в Брюгге играл, в Италии играл. Очень хороший уровень футбола. Также, если можете, назовите 3-5 игроков сильнейших, против которых вы играли, против кого вы выходили на поле как соперник. Это полный состав Барселоны. Хави, Иньеста, Месси, Пуйоль, Основной Анри. состав того Это времени. основной состав. Это, получается, это было какой мечта. турнир был? Не, это был товарищеский. Товарищеский это в Барселоне мы поехали на товарищеский матч. Ты же знаешь, да, то, что Бунеткор это сотрудничество с Барселоной подписал? Ну, когда-то было, да, я помню. Там же логотип же даже похож. А если не брать Барселону, например, там на официальном уровне, там кто-то, например, из сборных там Кореи, Японии, там кого вы можете отметить? Я сейчас так и не вспомню. Ну, Парк Джи-сун, если так взять. Парк Джи-сун в то время был. Потом был Чадури, кореец. Потом сейчас в Тоттенхэме играет. С Соном не играли? Сон Мин играли в Австралии против него. Играли, я не помню, я играл этот матч или нет. Но пересекались, кстати, в отборочном турнире. С японцами? С японцами там Кагава, А вы эти все. этого не застали? Какого? Наката, Накамуру, вот этих вот товарищей? Играли, да, играл, застал. Потом, если Австралию сборную взять, там тоже Кехил, Нейл, там... Видука. Да. У меня пару футболок еще осталось. Понял. Коллекционируете футболки? Да, конечно. А сколько в вашей коллекции уже есть? Ой, даже не знаю. Вот именно с кем я играл, поначалу не менялся футболками, а уже в конце карьеры начал уже коллекционировать. Понял. Ну, наверное, футболок 20-25 есть. Хорошая коллекция. Какая футболка самая драгоценная для вас по имени? Ну, там, по-моему, Рональдо у меня есть футболка. Криштиану? Да, кто-то мне ее привозил. Привозил. Так, расставьте по местам лучших тренеров Суперлиги за последние пару сезонов. Тоже топ-5 сделать. Ну, можно последние 2-3 года. Да. Я думаю, Тимур Кападзе, Бердыев, Рузуков, Левченко. Шота. Ну, это чуть-чуть уже подальше. Это уже дальше. Да. Левченко, потом Иван Бошкович и Мирджалол Касымов. Кстати, когда обсуждали вашу тренерскую карьеру, не спросили про то, кто, на ваш взгляд, был самым сильным тренером для вас в вашей карьере игротской. Скалари? Ну, Скалари, я думаю, на первом месте. А Зика? А вообще... Нет, Зика нет. Он, во-первых, был всего лишь полгода, да, и за полгода я ничего, честно, не увидел за полгода. Ну, чисто тактически Скалари сильный, да? Да. Скалари вообще по всем показателям, он профессионал своего дела. Ему, По чьим руководством ему больше всего нравилось играть с Скалари? Да, Скалари. Очень хороший тренер, и как человек тоже. Теперь, у нас получается такой небольшой квиз. Мы назвали топ-5 лучших тренеров Суперлиги за последние пару лет. Назовите топ-5 сильнейших игроков Суперлиги сейчас. Так, это Абдурауф Буриев. Да. На первое место. Айбек Базаров. Джамшид Искандаров. И Дориев и Йович. Вот. А вот можно такой вопрос? Смотрите, кто из футболистов больше всего похож на вас в то время, когда вы играли? Файзулаев. Файзулаев, да? Да. Здесь я так... В нашем чемпионате нету таких. А вот если сборную взять? Сборную. Нет. Файзулаев, да, все равно? Все равно Файзулаев, я считаю. То есть он больше похож по стилю игры на то, как вы играли? Да. Ну, конечно, не мне сравнивать. Как бы, может, у кого-то другое мнение. Но при этом уже молодого игрока Азии взял.
Да, вообще молодец. И мне кажется, что он будет топ. Самое главное, чтобы у него была хорошая карьера, Мгм. такая продвинутая. И думаю, Как трамплин. как трамплин будет, и чтобы он шел и завоевывал Мгм. все медали, все кубки, все трофеи. Все Это будет, номинации. да, гордость нашего Узбекистана будет. Теперь опять топ-5, но уже по молодым игрокам, которые, на ваш взгляд, способны заиграть на самом высоком уровне. Хотя бы там топ-5 по возможности, а если нет, то там, не знаю, там Турция, Россия, Ну, хороший чемпионат. кого я знаю, да? Ну, Да. кого, знаете, кого вы видели на футбольном Кого поле? Ну, тренировали. Мухаммад Али Урымбаев, Мгм. потом Азиз Тулкумбеков есть в Ну, в Бунет-Коре. Буниткоре, да. В Бунет-Коре. Есть в Локомотиве есть, Лазиз Мирзаев Мгм. есть и Озот Уктамов есть. Мгм. Такие игроки, вот они, кого я знаю, и действительно они хорошего уровня футболисты, Мгм. которые действительно, если им давать больше шансов играть, то они, думаю, обладают хорошими такими качествами Ну, Лазис, футбольными. насколько я знаю, скоро уедет, да, в Испанию? Да. В молодежку Лиганеса. По-моему, уже там какой-то Вот, договоренность кстати, есть. вот Да, он кстати, мне напоминает когда, вас. когда я был спортивным директором, я руководству сказал, Тулябеку сказал, возьми этого игрока, он у тебя через 2 года будет хорошо. Вот это Адыл Вот Джуниор. это да. Адел Джуниор, да, Да. Академия. Он и в сборной у меня играл, то есть Мгм. очень такой хороший. Вы назвали 4, еще одного нужно. Ты читал? Да. Да? Я считал. Еще есть один игрок, но он сейчас пока не играет, но он находится в дубле Сурхана. В дубле Сурхана. Я не Это знаю, почему его не подпускают, но я думаю, что он уже готов играть в высшей лиге. Это Данил Нугуманов. я думал, Рауль Джипар. Нет, ему еще рано. Нет, Данил Нугуманов. Гуманов я даже Но не при этом слышал. там тоже есть этот Асылбек Джумаев в Сурхане. Да. Да. Асылбек Джумаев тоже, да. Ну вот он, кстати, недавно ассист сделал, Мгм. да? Ну, у них там и Каримов тоже есть, и этот, который Хенрика Хайдаров, оформил. Хайдаров 3 забил. Да. Ну, то есть, ну, есть талант. Ну, вот видите, дают молодым играть, и они раскрываются. Какие у вас планы на будущее? Планы на будущее, ну, конечно, хотелось бы, чтобы начать уже работать в клубе уже со следующего сезона, как главным тренером. А там уже дальше будет видно. Ближайшие планы такие.